Я ехал Silk Road Mountain Race, и мы сидели у Чебана в гостях, ели суп, и он спрашивает, ну, типа, сколько вам за эту гонку платят? Или какой приз? Мы говорим, да нет никакого приза, мы сами платим за эту гонку. Ну и сказали сумму. Причем в 2 раза ниже мы сказали, чем есть по факту. Он очень удивился, говорит, все это я тоже буду делать гонки. Что там, взял, нарисовал маршрут и всех отправил. Наверное, для многих вот так вот выглядит организация гонки. На самом деле, этот процесс, особенно для первой гонки, который занимает продолжительное время, порядка года, наверное, уходит на организацию. То количество людей, которые находятся во время гонки на местах, оно тоже, может быть, не всегда заметно, но наша команда была около 15 человек, наверное, общая. Еще момент, что группа сопровождения и гонщики вместе представляют. Мы не оказываем помощь моральную, мы не оказываем помощь физическую в воде, мы не подвозим, мы не кормим людей. Ну, то есть вы можете, ну, как бы проехали мимо, рукой помахали, все, погнали. Вообще нельзя кормить? Нет. Даже чай, конечно. Нет. Никак. Это гонка на самообеспечение. Здесь... Дразнить. Да, издеваться можно. Вот. Вы, короче, на выходе лесной на вертеле жарите косулю. Так вот. Но не угощаете, да. Просто поэтому проще всего идентифицировать. Но у нас есть скотч бумажный. Перед стартом уже команда разрасталась, то есть это люди, которые были на местах. Маша Старостина, она с самого начала занималась всем производством. Бейджики, вся наша одежда, флаги, медали, бревет-карты, все делала Маша, и потом она у нас была дежурная по лагерю. Валера — это человек, который помогал разведывать маршруты, и мы с ним проехали вдвоем в июне маршрут целиком. Валер проехал вместе с Альхоном, я Альхон не проезжал, потому что я остался заниматься вопросами финишного лагеря. Ребята, все, которые находились на местах, дежурили в лагерях, фотографировали, снимали, занимались вообще всем, чего требовала гонка. Вова, дежурная по контрольному пункту 2 Наташа, Андрей, оператор и организатор съемок, наш фотограф Юля. Вика, человек, местный гонщик, жесткий, горный, которая к нам присоединилась перед гонкой и очень нам помогла с организацией. Саша — водитель, тот, который со съемочной группой, люди, которые вообще не спали и там несколько суток носились на машине. Здесь не все, кто есть в команде, здесь нет вахтанга, это человек, который управлял дроном и снимал вот эти все классные тейки. Не было с нами на Байкале Николая, Коля — человек, который занимался переговорами с партнерами. Нет еще одного человека на фото, это Ваня. Ваня дежурил вместе с Вовой в лесу, и ребята могли помнить на выходе из лесной тот ламповый лагерь, как они его называли, вот как раз Ваня и Вова в этом ламповом лагере дежурили. Да. Ты поломался? Да, колодки кончились. Что ты их растворила? Да. На гонке также помогал мой отец. Оказался он, наверное, случайно, потому что сломался автомобиль, на котором я должен был передвигаться. В этот же день мы узнаем, что 2 гонщиков успевают переправиться на пароме. А мы вообще не планировали переезжать на другой сегмент. То есть у нас все было так организовано группами. То есть все сейчас сосредоточены в этом месте, потом происходит переезд на следующий сегмент, потом на следующий сегмент. То есть мы группы передвигали. И здесь нам пришлось из-за того, что гонщики переплыли на другую часть, быстро открывать контрольный пункт номер 1, передвигаться туда. У меня сломанная машина, отец нас посадил с Викой вдвоем, и мы погнали открывать контрольный пункт. Приехали туда к вечеру, все подготовили, там повесили везде флаги, закупили всю еду, и утром уже встречали ребят, которые пригнали на контрольный пункт. Уехал, в следующий раз за нами вернулся и повез нас уже на следующий сегмент, чтобы мы там тоже подежурили немного, потом на финиш нас отвез. Ну, в общем и целом, наверное, там около 1000 километров отец мой наездил. Хотя вообще не собирался, он пенсионер, инвалид, он там с трудом ходит, у него повреждена нога довольно серьезно, но вот он так вписался и с нами там носился всю эту гонку и дико счастлив был. Ему недавно исполнилось 70 лет, и я рад, что вот такое вот событие классное там развернулось, и он в нем поучаствовал.
Правила гонки на самом деле, они довольно простые, насчитывают примерно 10 пунктов. Основное — это полное самообеспечение. То есть ты не должен пользоваться помощью, услугами третьих лиц во время прохождения маршрута. В том числе ты даже не можешь звонить там, своим друзьям и знакомым и спрашивать, там, где я еду, а какая там погода будет. Это все тоже противоречит правилам гонки. Ты не должен получать стороннюю помощь, передвигаться на транспорте моторном, ну, то есть сел куда-то в такси, проехал там какой-то сегмент. Это делать тоже запрещено. Запрещено просить еду, воду у местных людей, обращаться там за ночлегом, кроме тех случаев, когда помощь может быть предложена тебе самому и никак не повлияет на прохождение гонки. То есть если кто-то хочет угостить тебя клубникой, все окей, это можно. Ты не должен помогать другим гонщикам. То есть если ты видишь, что другой гонщик сломал там свой велосипед, пытается его починить, ты не должен ему помогать. Естественно, ты должен оказать помощь в том случае, если гонщик находится в состоянии, которое требует оказания первой помощи. Во всех остальных случаях ты просто проезжаешь мимо. Вот такие вот суровые правила гонок на самообеспечение. И, естественно, что касается самого велосипеда, ну, то есть никаких там электродвигателей, этого ничего нельзя. Вес велосипеда никак не ограничен, он только ограничен тобой самим, и чем легче велосипед, тем лучше. В стартовый пакет входит кепка гонщика, Кепка, да, это. наклейка Optimal Religion. Мы сейчас один с вами соберем, и там будет... Так, штучка. Да, карабин туда входит, кофе. Олег, ты же привез кофе? Конечно. Супер. Где-то там. Для гонки мы решили сделать много разного мерча. Медали, бревет-карты, наклеечки. Это все такие вещи, которые по умолчанию, наверное, делаются для гонки. Первое, что мы сделали в России, я точно не видел, чтобы еще кто-то делал специально это для гонок, мы разработали Race Cap. То есть это сшитая с нуля кепка гонщика, которую для нас разработали питерские ребята Optimal Religion. Мы отослали все кепки, которые у нас были, они их раскроили и на базе сшили такие симпатичные кипари для гонщиков, используя классные различные материалы, чтобы голова лучше вентилировалась и не было в такой кепке жарко. Нанесли брендинг, и у каждого гонщика был номер его присвоенный при регистрации. Мы нанесли его на рейскэп, и когда можно там видеть на некоторых отчетах, ребята поднимали козырек, и, собственно, это было обозначением тебя как гонщика и твоего номера. Привет, парни. Я купил еще 2 кепки и собрал разный фидбэк по кепкам как таковым. Вот есть вот эта кепка, есть вот эта кепка. Это купил, это я купил. Сразу видно, в общем-то, принципиальное отличие каждой. Вот эти 2 стоят. Вот это лежит, просто она типа вот так вот, ну, мякля получается. Вот эту штуку мы будем делать из светоотражайки, вот типа по аналогии вот с этим. То есть примерно вид кепки будет вот такой, только инвертированный. Так, ну что, 20 июля, 7:29. Райдеры приезжают на старт. Начинается подготовка предстартовая, мандраж, взвешивание велосипедов. Самый тяжелый велосипед был на гонке 32 килограмма. Это очень много, но человек вез с собой еду на 6 дней, там тушенку, макароны, и все это висело в штанах. Штаны — это то, что вешается, такие старомодные баулы, вешающиеся на заднее колесо. Вот они у него были наполнены различной едой и снаряжением. Самый легкий велосипед был, наверное, 18 килограмм, но на велосипеде у гонщика не находилось практически никакого оборудования. У него висел рюкзак за спиной на 4 килограмма, и что-то там висело еще на велосипеде совсем немного. Он совершенно в спартанских условиях проходил гонку, спал в таком спасательном мешке, который, ну, как спас-одеяло, только этот мешок на надувном матрасе. И довольно вообще в жестких условиях ехал всю гонку и проехал ее за 2 с небольшим дня. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Погнали, ребят, на Байкал 600 километров.
Дорогой дневник. Проехал 70 километров. 2 раза упал. Но в какую-то лечебную грязь. Самочувствие топчик. Виды тоже топчик. Зачем-то втопил. Ну, вроде едется и хорошо. Максим, спасибо. Все классно. Байкал Байкпекинг Рейс – многодневная велогонка, проходящая на озере Байкал. Включает в себя 6 сегментов от города Иркутск до острова Ольхон. Первый сегмент – Алхинская плата. От города Иркутск к Байкалу мы проезжаем через сеть скальников. Обычная лесная дорога, вполне укатанная, с небольшими подъемами. Проездной, стартовый, хороший сегмент для того, чтобы вкатиться около 100 километров и разогреться перед тем, как мы выходим на Кругобайкальскую железную дорогу. Это часть Транссибирской магистрали, вернее, ее остаток. Раньше она шла вот так, приходила в Иркутск, но после постройки ГЭС вот эта вся часть была затоплена. Сейчас по Кругобайкалке, кроме того, что ходят туристические электрички, в том числе ходят обычные электрички, которые возят людей в села, расположенные вдоль железной дороги. Жизнь там есть. По дороге очень много ходят пешком, в том числе ездят на велосипедах, но ездят чаще всего один раз. Байкал. Байкал и мост. Я еще никогда не был счастлив видеть так озеро. 70 километров нужно трястись по ухабистым тропам вдоль шпал, по крупному камню. Ну, в общем, сначала, когда ты выезжаешь на сегмент из леса, ты удивляешься, какой красивый Байкал, восхищаешься, обедаешь, и через 5-10 километров у тебя уже все это превращается в сущее страдание. Это уже маленький тоннельчик. Ведь можно и без фонарика. Ветерок такой классный. Ну, короче, знаешь, как было? Было эпично, ты живой? Это на прием. У меня тоже фокус не сразу понял, что происходит. Можно обратно. Если честно, нет, сначала скажу, немного совру я вот. Чувствую себя отлично, идеально ровная дорога, вот. Но если немного приукрасить, то у меня отваливается левое колено, сводит каждые 10 минут правую ногу, и правое плечо не очень себя чувствует. Спасибо. Какие планы? Ехать дальше? Конечно, ехать дальше. Где ночевать планируете? Против Байкала, дальше не доеду. Ты рассказываешь человеку на камеру, что ты думаешь про этот отрезок? Мы едем просто, я смотрю, что-то белое. Один белый. Понял? Ну, типа, одна лошадь стоит вдруг внезапно. А потом через пару туннелей, там их штук 6, наверное, но черные. Очень классно. Необычно. Ну, то есть что-то я все-таки увидел, кроме щебня под колес. Умнеет? Наверное. Где-то ударил. Потом еще на рельсы упал. Благо, лицом не Я чуть в обрыв не упал. Я начал выстегиваться, у меня свело ногу. Я такой... Есть такая тема. Саша присоединился к съемочной команде. После первого дня гонки ему пришлось сойти. Он упал, повредил колено, погнул хорошо так колесо, которое не мог выправить. И ребята забрали его себе в съемочный штаб. И он был звукорежиссером. Запорол половину материала, но все равно это было весело и классно. И на Сашу мы вообще не злимся. Рад, что он к нам присоединился и помог. Так, ну что, как ты говоришь, там флеш-интервью? Флеш-интервью. С каждым днем все хуже и хуже, но мы держимся. Мы помылись, сейчас поедим, снимем кучу контента. Муа. Главное, чтобы никто не откинулся. Да.
все, мы наконец-то поели, закупили недостающие продукты и стартуем с Листвянки на Большую Байкальскую тропу. Сейчас нам предстоит проехать километров 16 до берега, но тропа такая, что придется, наверное, нам тащить велосипеды. Время 8:30, дай бог 8:30 нам прийти, чтобы поставить уже палатки. Поднимаемся, короче, в такой уклон. Тропа в гору пошла. Но это еще не самый крутой уклон, который нам предстоит сегодня пройти. Поэтому пока что кайфуем, как говорится. Вам привет. Грустно, конечно, грязно. Не, ну слушай, на КБЖД правила понятно, они не меняются. Как бы едешь и все, нудятина. Сложно, жопу бьет. Но ББТ просто, когда тебе кажется, что все проблемы уже закончились, все перевалы ты преодолел, они только сильнее, сложнее, и, блин, она не кончается вообще. Ты смотришь на карту, ты вообще не проехал нифига. Я 5 часов ехал ББТ сегодня, вообще просто. Это очень хорошо ты проехал, я тебе могу сказать. Я, правда, снимал еще, чуть останавливался, но очень тяжело. ББТ пока самое сложное. Да ну! Я так рад вас видеть почему-то. КБЖД? Безумие. Полное безумие, да? Безумие, да. Но я вчера проклинал Макса, но сегодня, когда мы с утра пешком поднимались вот в эту гору, я проклял его второй раз. Да, я все это ездил. И проезжал разом для того, чтобы понять, в принципе, насколько это невыносимо и вообще, хорошую ли я идею затеял. В целом, если говорить про маршрут, то есть он довольно сумасшедший, даже для международных гонок. Потому что слишком разный рельеф, покрытие, погодные условия. В принципе, смысл каждого сегмента разный. Так, ну все, у нас начинается адский спуск на 5 километров. Погнали даунхилл. Начали спускаться просто с бешеной скоростью. Такой спуск еще каменистый. И, казалось, мы не туда едем просто. Сейчас обратно вверх. Капец просто. Я сегодня кофе пил. И медведя пугал свистком. Видел медведя? Не видел. Я ехал, короче, и просто тупо свистел. Больше всего вопросов было о медведях. Мы не могли сказать, что нет медведей, все будет окей. Наоборот, мы говорили о том, какие есть меры предосторожности при встрече с медведем. Там, иметь при себе средства шума, сигнал охотника, свистки, колонки, шуметь, когда ты передвигаешься по уединенным местам. Мы об этом, обо всем гонщикам, конечно, говорили. Естественно, он встретился на сегменте Лесная. И встретили медведя первые гонщики. В обоих случаях все это обошлось. Медведь там никакой инициативы не проявлял и скорее там быстрее пытался сам избавиться от визуального контакта с гонщиками. Для меня, как для организатора, возникла тревога в том, что сейчас гонщики будут отказываться заходить на сегмент Лесная, потому что он и так всем не нравился. Это какой-то там 120 километров общая протяженность сегмента, из которых 80 ты едешь там по тайге. Я сам дежурил на контрольном пункте номер 1 перед входом на этот сегмент, где гонщики видели медведя. Я предложил ехать группами, и все, кто приезжал на контрольный пункт 1, они собирались в группы и ехали сегмент Лесная компаниями там, от 2 до 5 человек, но больше никто медведя не встречал. Там еще сейчас приедет пачечка. Отлично. А велосипедист не проезжал? Да вот здесь. Ребят, какие номера? 203 А, Б. 23 А и Б, да. А я не увидел ББР надпись. 22. Ага, 22, 203 и 027. Что, давайте это. А вы что, нас кормить будете, что ли? Нет, мы вас Ну и зря. обеспечиваем безопасность. Тоже неплохо. Ну, вообще могли бы кормить. Блин, да, прикинь, реально, как мы угадали с местом. Блин, офигеть.
красивая река. После уже люди выходили на более ездовые сегменты, где можно было оторваться от соперников. Так, ну что, выезд после Куртуна с Лесной. Едут ребята. Сейчас мы будем их спрашивать, как у них дела. Ты, получается, нас преследуешь? Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво после того, как мы проехали фотозону и ехали по деревне. Но там было очень красиво. А до этого я не понимал, почему участок называется Лесной, если он должен называться Глиняный. Мне кажется, все в порядке, не? Мы тебе потом видео покажем. Так. Добрый. Ты что скажешь? Это, наверное, самый low point вообще всей гонки. Видимо, ребята успели проскочить, когда было сухо. А мы в 4 встали, в 6 выехали, но мы в малом Глаусном уже типа стартовали. И все, и как бы мы тащили велики почти нон-стопом. Ну, то есть, как бы там болото. Ну, не болото, то есть, как бы там не было флоу. Вот этого, которое там могло быть. Вот, на всякий случай. где-то километров 15. Было грустно. Но сейчас уже хорошо. Напомню, что гонщики, они планировали свой маршрут так, чтобы у них хватило продуктов там, на целый день или на ночевку, или чтобы на завтрак у них тоже что-то оставалось. По Гульдейке они пополняли запасы и выходили на сегмент Тажираны, который состоит из 2 частей. Первая, она такая таежно-лесная, которая бегает косули, цветье, в общем, такой таежный лес. Самое яркое впечатление, кстати, Тажираны, когда вот там выкатились вот эти долины. Эти длинные чаши очень красиво, очень раскатисто, так едешь, удовольствие получаешь. Наверное, первый сегмент, где вот прям такое удовольствие получили от поездки. До этого там что-то куда-то поднимаешься, куда-то спускаешься, ну, такие рваный, в общем, ритм, а в Тажиранах прям спокойно, не спеша, так как-то это такая веломедитация получилась. После реки Анга здесь уже начинается более пустынная, такая степная часть. Ну, это степь с холмами, и гонщикам нужно было все время вверх-вниз ехать. И успевать до последнего парома, уходящего на остров Ольхон. Финальный и самый главный сегмент гонки, как мы посчитали, это остров Ольхон, к которому был проложен практически бэк-трек, то есть когда туда и обратно совпадает дорога, но мы, тем не менее, пытались здесь некоторые нарисовать еще отъезды в сторону, чтобы люди могли разными видами полюбоваться. Когда я ехал в Тажираны, очень такие эмоции были мощные. Я почему-то какой-то прям чувствовал простор, прям все. На Ольхоне у меня как будто мозг даже перестал усваивать от такого обширного вида. Я видел, картинка красивая. Может, от усталости немножко еще эмоционировать перестал. Но там, конечно, вообще мощно. У меня сегодня началась гонка. До этого я накатался на велосипеде, а сегодня гонка началась. Короче говоря, ты едешь, и начались вот эти качели. На дно падаешь, вообще ничего не хочется, сил нет. Хочется спать домой. Потом чуть терпишь, взлетаешь наверх, там вообще просто божественно. Потом опять вниз, и вот эти качели везде. Интересно. Что такое Байкал Байкпекинг Рейс? Там рейс, в конце есть такое слово, которое означает гонка. Сложно говорить про ультрадистанции как про гонку, автономные ультрадистанции, потому что это все-таки на 50% приключения, в котором есть люди, которые хотят соревноваться, и они соревнуются. В целом, если взять всех участников, для многих это было приключение, для части это была гонка, для кого-то это была борьба с собой, кто-то хотел попробовать себя в принципе в подобном. Знаешь, мне больше всего понравилось, кроме пива, которое покупали, это эмоции людей, которые ты встречаешь, не людей, которые спрашивают, откуда вы едете, из Москвы, а других типа участников, которые там с криками «Вот вы лохи, мы вас догнали», заезжают в ваш лагерь, где вы ночью спали спокойно и отдыхали. Вот. Люди, которые там с такими же эмоциями, как и ты, трясутся.
колеям и так далее. Это, наверное, самое ценное и самое запоминающееся, что пока для меня было. Я думал, что может быть хуже КБЖД. Скалы оказались еще хуже. Какая-то птичка пролетела. Честно говоря, тут даже едется, идется точнее, с трудом. Какой тут ехать? О, интересные дела. Да, судя по треку, мне туда, вниз. Вчера, наверное, один из самых красивых катальных дней был в моей жизни. Он был сложный, но я прям очень кайфанул. Плохие расчеты в тактике, стратегии приводят меня каждый раз к тому, что я просыпаюсь еле живой. Но прям кайфую. Посмотрим, что сегодня будет. Большая Байкальская тропа, и в какой-то момент я думала, зачем такое? Точно ли нам туда? Потом вспоминала твои пометки с брифинга, что если вам кажется, что это не ваша дорога, то, скорее всего, вам точно туда. А меня 2 раза придавило велосипедом. Ну, я падала, и он падал на меня. Я просто... первый раз это на первом подъеме, вот этом, а второй раз на какой-то скале. И я просто решила, что пусть лучше упадет на меня, чем со скалы. Я не знаю, если честно, как девчонкам в соло такое делать. Потому что если бы не Кирилл, я не знаю, я там уже валялась где-нибудь внизу под скалой. Да, это Байкал Байкпакинг Рейс. Выглядит так. Нельзя сказать, что это классическая гонка, как соревнование, на которое приходят спортсмены и говорят, что вот мы должны пробежать лучше других спортсменов, проехать или там помериться силами, улучшить результат. И все-таки это на 50% приключения и на 50% гонка. Ну что, первый день после ночи, в 8:05 прибыли ребята. Слушайте, но я скажу так, что вы как вчера поехали, мы раньше на день КП открыли. Да. Мы вообще сюда сегодня должны были заезжать. Я считал, что мой ББТ, который вообще не едет с собой. Я считал, что в первый день никто не пройдет, честно, то, что вы проехали. В данный момент эмоции смешанные, от вау до что за хрень, что происходит, почему я иду на велогонке. Но в сторону вау перевешивает однозначно. На самом деле, когда мы летели на гонку, мы с Кириллом разговаривали, и я говорю, это все проезжается типа за 3 дня. Ну, как бы мощные чуваки проедут за 3 дня. Кирилл такой, нет, Макс сказал, что за 3 дня не проехать, по-любому там за 4 нужно, ну, типа 4 это минимум. Это же русская гонка, и как бы понятно, когда мы смотрим там на топов на каком-нибудь Силк-Роаде или, не знаю, на Тур-Дивайде, то ну, люди очень много лет этим занимаются. А когда вот среди русских ребят есть такие мощные чуваки, которые способны за 2 дня и с лишним проехать эту гонку, это как бы очень круто, вообще респект большой. С точки зрения воронки, приглашение участников в гонку здесь задача была довольно сложная. Во-первых, я понимал, что тот тип гонки, который я делаю, ультрабайкпакинг, он пока еще не очень популярен в России. Ну, чтобы было такое же количество гонщиков, как там МТБшников или шоссеров. Ну, то есть, естественно, их много, но это пока комьюнити довольно осязаемое в своем количестве. Второй момент, чтобы поехать летом на Байкал, это стоит определенных денег, и немалых, но просто сама вся логистика, без покупки там велосипеда, дополнительного снаряжения и прочего, то съездить на Байкал, это довольно дорого. Третий фактор был в том, что эта гонка происходит впервые, гонка сложная, вообще непонятная, какая-то там каким-то чуваком придуманная. У меня была создана анкета, которой я как минимум спрашивал, ну, там какие-то общие данные о человеке, откуда он, сколько ему лет. А дальше уже были вопросы об опыте участия в велосипедных гонках, это раз. А второе — о туристическом опыте. Потому что байкпакинг — это не про то, как ты крутишь педали, это еще про то, как ты умеешь обращаться в лесу сам с собой, ставить там палатку, готовить еду. Этот опыт тоже был для меня важен. Первый день я как порядочный сделал все правильно, то есть лег в палатку. Еду всю от лагеря унес на 150 метров.
она там и осталась. Вот, то есть я ее забыл, да. И КБЖД у меня там ни воды, ни еды не осталось. И вот сейчас я до вот этого последнего магазина на Песчанке оставлял, думал, там еды куплю, а там ее тоже не оказалось. Поэтому у меня ужин был из кучи медовиков. Были несколько случаев, не то что много, анкет, которым я отказывал в участии, потому что я понимал, что человек, наверное, не очень хорошо оценивает то, куда он собирается зарегистрироваться, и, возможно, это создаст проблемы не только ему, но и нам, как организаторам. Например, видно, когда у человека совершенно нет никакого опыта ни туристического, ни велосипедного. Ну, то есть он говорит, что я там вот на даче езжу, посмотрел, вдохновился, как вы там классно гоняете, все, вот решил тоже приехать. Да, лиса украла у нас половину еды, мы спали в палатке. Но мы такие расслабились, потому что подумали, что, мы на Ольхоне, здесь нет медведей. Мы просто оставили там контейнер от Ролтона, недоеденную колбасу, хлеб в предбаннике, чашки с чаем, короче. И ночью я просыпаюсь от того, что кто-то шуршит прямо у меня у головы. Я такая: Кирилл, какой-то зверь пришел к нам. Я говорю: вставай. Так что этот процесс принятия решения очень важный, объемный. Это не гонка выходного дня, это там не бревет, на который ты приехал, в выходные погонял, одну ночь в палатке пожил. То есть это такое серьезное приключение туристическое. Надо все взвесить как следует. Правилами не запрещается пользоваться услугами, которые предлагаются для всех. Например, если ты видишь, что можно арендовать дом или гестхаус, или есть кафе, пожалуйста, ты всем этим можешь пользоваться. Я так понял, это больница. Здесь все на замках. Вот. Мы все спросили, все узнали. Мы здесь легально. Купили, метелку в хозмагазине. У нас такая идея фикс. Мы открыли это, как сказать, предбанник. И здесь можно просто на коврике лечь в спальниках. Так, замчали в кафешку «Кочевник». Сейчас поедим как нормальные люди. Итак, вот такой у нас обед. Иван, огромный чебурек XL. Вот, и салатик взял с морсом. Может быть. Ребята примерно так же. Я был первого, сейчас обедаем и двигаемся на паром. Ну что, как едется? Что-то как-то кушать хочется, нормально. А в целом, что-то мы давно не виделись, я думал. Да, но мы удачно проехали на такси 2 сегмента. На такси? Да. Реально? Да, мы пошли, поехали на такси и дальше едем потихонечку. А мы на Лесной вообще просто чуть не погибли там в этих болотах. Да, я видел. В этой жопе. Там просто ужас был. Да. Ну вообще кайф, очень здорово. Здесь вот на песочке вставали, на пляж, стали офигенски. Красивый закат был. Сходы были, стартовали 37 участников, финишировали 30. Кто-то сошел в первый день, были сходы во второй день. И даже в последние дни на последнем сегменте на Ольхоне был сход. Я сам его наблюдал. То есть у гонщика начались проблемы с ахиллами, и он принял решение, что он не будет дальше травмировать свои ноги, и решил сойти. Это верное решение. И в подобных гонках всегда нужно его взвешенно принимать. Все это геройство, оно никому не нужно. Здоровье в первую очередь. Но мы сейчас вот послушали рассказы других участников про то, как их там придавливало велосипедами на скалах, и поняли, что в целом не жалеем о том, что сошли. Так что нормально. Мероприятие как гонка, естественно, для многих участников случилось, но интрига была потеряна после прохождения первого дня и парома. Успели переправиться Анатолий Артемьев и Саша Руденко, и, собственно, борьба развернулась между ними. Хочу снять второй ночлег свой экстремальный в этих соревнованиях вот с таким вот видом, на вот такую вот бухту. Сейчас светает солнышко. А спал я вот на таком надувном коврике, рюкзак под голову, а это спальный мешок, как спас одеяло в нем. В нем можно поспать 2, максимум 3 часа. Много не поспишь, но вылазишь оттуда довольно бодрый.
победитель. Ну так, экстремально. Это хорошо, что не было дождя. А так бы я, наверное, прикурил. Не, еще у меня была тактика такая. Так как я легко одет, ночами ехать, а спать ложиться под утро, когда солнце встает и уже начинается потепление. И вот это вот на подзарядку, грубо говоря, на 2 часа. Ну, так как ночами, в тех местах ночами ехать было невозможно, и я решил вот ночевать прям в ночь. Спасибо. Не, вот организация у вас крутая, если честно. Вы прям молодцы. Так тщательно подошли. Можно вот всем руку пожму, Макса, увижу. Еще в ночное время успел переправиться Артем Телегин. Ну, он тем самым нарушил правила, получил штрафное время, но продолжил гонку и рубился с ребятами. То есть у нас 3 гонщика, довольно сильных атлета, которые между собой все время обгоняя друг друга, двигались в сторону Ольхона. Но на Ольхон первый успел переправиться Анатолий Артемьев, ну и тем самым получив там колоссальное преимущество временное. После него вторыми зашли как раз Саша Руденко и Телегин. Они, в общем, рубились между собой за 2-е и 3-е место. Вторым приехал Саша Руденко, первым Анатолий Артемьев. Руденко, Александр. Ага. Это не случайно? Это тебе. Поздравляю тебя с финишем. Вот так вот возьми. Покажи. Спасибо. Похвастайся на камере. Спасибо. Камера. Спасибо. Давай я тебя. О, медалью. Класс. Давай. Куда-нибудь надевай. Все. За капюшон. О, все, Александр, поздравляю тебя с финишем. Спасибо. Вот, достойно сражался. Молодец, настоящий тигр. Короче, у нас с ним вообще драма все 3 дня. Вот просто все 3 дня. И если мы едем, я еду сюда быстрее и уезжаю, но я сплю больше, я сплю 4-3 часа. Типа, а он спал за 2 суток 2 раза по часу. Это ты говоришь про Артема на треке. Угу. И когда я сплю, он уезжает вперед. Я просыпаюсь, добираю его, уезжаю вперед. И так у нас не было 2 суток. Сегодня утром я приезжаю на паром, а он стоит тут уже. Ну, типа, он меня опять опередил ночью. Он опять всю ночь фигачил, прикинь. Я спал 3,5 часа. Я приезжаю, и он такой, типа, вот, блин, типа, я 10 минут назад только приехал. Короче, и мы с ним на одном пароме приезжаем. У нас финальный сегмент. Открывается мост парома. И мы вот прям вдвоем выезжаем. Ну, круто же, да? Типа, у нас 2 дня терки. И вот все, всего один сегмент. Всего один сегмент. 10 утра. Опускается скорка парома, поехали. Третьим фактически приехал Артем Телегин, но, получив штрафные баллы, он опустился на 4-е место, и технически 3-е место занял Валера Продников. То есть у нас было не запрещено пользоваться частными паромными средствами там, во время официальной навигации с 6 утра до 8 вечера. Вот после окончания навигации пользоваться частными лодками нельзя было. Участник воспользовался и тем самым получил штрафные часы. То есть это не баллы, это были часы. На маршруте у нас 2 паромных переправы. С точки зрения гоночного процесса это полный провал. То есть любой гонщик скажет, что здесь кто успел, тот и первый. То есть тактическое преимущество твое и физическое, оно в конечном итоге в твое преимущество на самой гонке складывается. Но гонка на самообеспечение подразумевает не то, насколько ты силен физически, но насколько ты еще умен тактически. И как ты планируешь свои силы, ночевки, чтобы подойти к паромной переправе в определенное время? Вы даже не успевали на этот паром. Просто приехали. В целом, чтобы обеспечить сопровождение на подобном рельефе на всю длину, требуется значительное количество различного вида транспорта, проработки, логистики. Для примера, чтобы объехать Лесную, нужно сделать крюк в 300 километров. То есть вот здесь вот никакой транспорт, кроме квадроциклов и мотоциклов, проезжать не мог, и это все только вокруг можно сделать.
В первой части можно было проехать на квадроцикле, а по Кругобайкальской железной дороге ехать на каком-либо транспорте затруднительно и как минимум опасно. Так как на участке довольно хорошая связь и много населенных пунктов. У нас в середине находилась съемочная группа, она же у нас была группой сопровождения, и ребята чекали, сколько людей прошли, сколько еще осталось. То есть мы примерно всегда знали, в какой части сколько у нас людей находится, и когда они все оказались на пароме, нам тоже было известно. Транспорт у нас, кроме того, что сопровождал гонщиков там, где можно ездить на автомобилях, он перекидывал часть команды. То есть на контрольный пункт номер 1 мы заехали на следующее утро сразу же после старта, когда мы узнали, что часть гонщиков уже переправилась, нас там оставили. Вторая группа была у нас уже в финишном лагере. Здесь уже передвигался автомобильный транспорт, это нам сильно облегчало жизнь. А на выезде лесной у нас был наш экипаж, ребят с квадроциклом, которые смотрели тоже, сколько людей выходит из лесной, потому что здесь не было совершенно никакой связи, и мы чекали вход и выход. То есть мы знали, сколько людей заехало, и здесь ребята по спутниковому коммуникатору отправляли, сколько выходит. Привет. Это красиво видеть. Как доехал? Это не один, оказывается. Да. Да, классно. Как вы? Хорошо? Уже после закрытия контрольного пункта номер 1 мы сделали круг на машине, приехали сюда в часть лесной, поняли, что нескольких гонщиков не хватает, вечереет, идет дождь, ну, обстановка так себе была. Мы сели на квадроцикл и поехали им навстречу. Здорово. Здорово. Привет. Привет. Поехали на спасательный? Нет, мы просто катаемся по лесу, хорошая дорога, нам нравится. Мы не сообщали гонщикам о том, что здесь есть какой-то контрольный пункт. Ну, то есть это для нас важно было с точки зрения контроля этот пункт там создать и реагировать в случае чего. Приветствую. Мы вас ждем. Мы вас встречаем, ребята. Да. Здесь мостик. Вот сюда, куда? Налево идите, здесь мостик. И у вас двое, да? Больше никого нет? Двое. О, снял свои. Сейчас. Свои. Я потушу сейчас. Ожидали медведя, встретили организатора. Привет. Ну как оно? Так вон. Сломался, да, товарищ твой? Ты видел, да? Я фотки смотрел. Там жесть. Поломали перекол, Всё. капец. Переключатель, все, сдох. Задних тормозов, видишь, нет. Вот это трэш вообще. Альхон для нас оказался, как для организаторов и для гонщиков, одним из самых травматичных на самом деле сегментов. Здесь начали падать, ломать ребра. Мы ожидали на самом деле, что все происшествия будут где-то находиться вот здесь, и очень по этому поводу переживали. Совершенно не были морально готовы. Физически мы были, потому что здесь передвигался транспорт, нам было проще сопровождать людей на Альхоне, но мы не были готовы к тому, что там начнется такое количество происшествий. То есть там разлетевшиеся системы у ребят, из которых здесь собирались сингл-спиды, падение по здоровью, один гонщик там практически прилег. И поломка рамы карбоновой на куски и вот в северной части. А где должно прижигать, прихолодить? Ну, вокруг, да, отек сейчас. Именно отек вокруг. Да, сейчас. Держи, потом. Покажу. А где-то в этих местах лет 7 назад был как раз, тоже вот, стояли возле Хужира в палатках. Вот ходил как раз в том направлении, там, гулял. И думал, все, о, как здорово здесь бы на велосипеде вот так скатиться. Вот покатался. Радостный был. Ехал на финиш, разогнался на горках, влетел в яму. В итоге вырвало рулевую. Поступило предложение сделать шину, докатить велосипед до финиша, чтобы не выпадать из вот такого. Проверить себя. Смогу ли я? Отсюда еще вопрос. Финишировать можно с велосипедом или просто финишировать? Неожиданный вопрос. Не, ну может быть его Нет, можно ты можешь куда-нибудь. пешком дойти.
Да, пешочком-то я дойду. Да, пешком дойти с велосипедом. По логике вещей. Дойдем. Я дважды ездил на Silk Road Mountain Race, сложнейшую ультра-дистанс-гонку в Кыргызстане. Это очень тяжелое испытание, и когда я в последний раз ее проезжал, вернее, последнюю часть пути, я понял, что мне очень нравится ультрабайкпакинг, но я больше не могу физически так страдать, поэтому нужно сделать свою гонку, чтобы продолжать быть в этой теме, в этом сообществе, в комьюнити, сделать это как бы в России и дать другим людям возможность вот это все пережить. Путешествие на велосипеде на скорость. Я завидую тем, кто первый раз в это вписывается, потому что это самые лучшие впечатления и ощущения, которые ты получаешь в жизни, новые. Когда у тебя есть велосипед, туризм, совмещенный в такую гонку. И мне хотелось, чтобы это было красиво, чтобы это было незабываемо, и вроде бы так все и получилось. Я хочу сказать спасибо всей команде и Максу за уникальную возможность посмотреть, увидеть все это и получить такой крутой опыт. Это было просто великолепно. Спасибо большое, ребят. Привет. Привет, привет. Как дела у вас? У нас хорошо, у тебя? Я ночью решил проехать от парома до Хушира, чтобы заночевать ну, не в гостинице, там, на турбазе. Это, конечно, отдельное приключение. Ночная езда в одиночестве, в темноте, когда из поля на тебя смотрят 20 пар светящихся глаз, но оказывается, что это были просто коровы. Но было волнительно. Остров прекрасен, я сам местный, с Ангарска. Бываю каждый год по 2-3 раза, то есть приезжаю и автостопом, и на машине, и просто покайфовать, почилить, покататься на САПе. В следующем году интересно будет именно подготовиться, пройти гонку максимально быстро, вот как это сделали участники, которые финишировали там за 2-3 дня. Вот именно посоревноваться среди сильнейших. Выводы я для себя сделал такие, что нужно спортивную часть лучше отрабатывать и придумывать более жесткие правила для людей, которые гонят, и сразу с ними об этом договариваться, о том, что вот прямо с вами все будет жестко. Потому что то есть я пытался приключенческую, красивую гонку сделать, там едешь тебе Байкал, тут дороги, там сегменты меняются, медведи ходят. А люди все... Я гоню, соревнуюсь с другими ребятами, для меня все должно быть прозрачно, честно. Вот я, наверное, эту часть получше проработаю. Еще вывод, наверное, состоит в том, что технически ее нужно сделать чуть-чуть подлиннее гонку, потому что в России уже есть гонщики, которые проезжают это довольно сильно и уверенно, и, наверное, маршрут должен быть длиннее. И что нужно еще раз ее сделать на Байкале и двигаться дальше. В следующем году поеду тоже кататься, но уже на квадрике. Всех обнял. Мы задыхались, чтобы быть свободнее. Я растекаюсь сквозь твои пальцы. Мы